Мы много лет работаем для вас только за счет пожертвований. Сегодня Алифу нужна твоя поддержка. Прими участие, внеси свой вклад. Ссылка на донейт в описании. История показывает, что флагманом всех цивилизационных процессов являются новые технологии. Стало очевидным еще задолго до Бронзового века, что тот, кто обладает технологиями, тот и обладает силой, потому что имеет лучшие мечи, доспехи, орудия труда. В наше время это стало особенно заметно, когда технологии проникли во все сферы жизни, от механики до экономики, оформившись в целые научные дисциплины. Интенсивность инновационных процессов в 21 веке определяет успешность государства и, как следствие, стабильность и высокий уровень жизни его населения. Ну, смотрите, на самом деле самое важное, чтобы страна, например, хорошо получила взрывную историю с точки зрения инноваций и науки, самое важное начать с начального образования. Это программы на 30, на 40, на 50 лет. Вот пример хороший Южная Корея, когда они там 50 лет назад поставили задачу, что каждый там кореец должен, условно говоря, стать инженером. Сейчас у них новая задача, что каждый инженер должен там стать художником, еще что-то такое. 20 век для сегодняшнего постсоветского пространства стал действительно инновационным, начиная от электрификации домов, заканчивая разработкой ядерного оружия. СССР занимал лидирующие позиции в мире, что даже мог позволить себе заниматься распространением социалистической идеологии за пределами своих границ. С распадом Союза разработка новых технологий пошла на спад, но вопреки всем негативным процессам страна не исчерпала свой потенциал. Задача государства – создать условия для того, чтобы человек начал развиваться. А потенциал для развития человека, он не ограничен. Так нас Всевышний создал, что у нас возможности огромные. Но мы сами выбираем для своих детей, вот если бы в детстве я сталкивался с моментом, когда ребенок не показывает хорошие способности, например, в каком-то направлении, родители плотно им занимаются, отдают его в кружок, или девочку, или мальчик. Через какое-то время этот ребенок начинает показывать великолепные способности в этом направлении. Именно главное распознать и главное дать людям развиться, детям развиться. Становится очевидным, что в какой-то момент, развивая военные технологии, работа велась в ущерб гражданскому направлению. И теперь вынужденные покупать гражданские технологии у конкурентов, начиная от сельскохозяйственной техники и заканчивая цифровыми устройствами, происходит безнадежное отставание, потому как во многом средства тратятся на их приобретение, а не на собственную разработку. Все страны так или иначе соревнуются. Но особенность вот нашего времени – это резкое ускорение темпов развития цивилизации отдельных стран и народов. Резкое. То есть, если мы говорим об отставаниях, то, например, то, что касалось моей молодости, то мы отставали, может быть, говорят, на 5 лет. Говорили, это можно наверстать. То вот отставание на 5 лет тогда, 5 годам и соответствовало. То сейчас, условно, те 5 лет – это сегодня, может быть, месяц. Эксперты отмечают, что одной из ключевых проблем отечественных инноваций является оторванность между наукой и производством, когда производством в полной мере не используется научный потенциал, в частности, научно-исследовательских институтов, которые призваны быть мозговыми центрами в социально-политических и экономических процессах. То, что мы сегодня наблюдаем в плане конфликта, по сути, между учеными в лице, например, Академии наук и властью, говорит о, неумении выстраивать этот диалог таким образом, чтобы он носил продуктивный характер. То есть академическая среда, она декларирует свою особость, то есть науке нельзя указывать, как ей развиваться, а власть, имея минимум средств, не желает идти в рамках этой парадигмы и говорят, что вы, должны доказывать свою целесообразность. Но снова, возвращаясь к истории и богатому опыту человечества, мы увидим, что при должной политической воле и государственной поддержке тот технологический отрыв, который мы сегодня наблюдаем, вполне преодолим. Просто элитам этого надо действительно захотеть, и результат не заставит себя ждать. Арслан Мударисов, Дмитрий Михалев, канал Алиф, Москва.